Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Свой влог я начинаю вечером, и сейчас я готовлю ужин. Сейчас я буду готовить яичницу на ужин. Тут будет не только яйцо, естественно. Я уже вот этой штукой вырезала хлеб. Сейчас сюда вылью белок. Желток я собаке отдам. Буду ужинать. Значит, здесь у меня хлеб, белок, гречка с морковкой, куриная грудка отварная и сверху сыр. Но сыр, он немножко соленый, но даже если бы он был пресный, я бы в любом случае ничего бы не солила, как есть. Я, правда, вспомнила, что у меня есть свежая зелень, можно еще базилик было, ну, и так достаточно на ночь, ну и томатный сок. Уже утро, села завтракать. Сегодня у меня каша овсяная, также с соевым соусом, сосисками и потерла сыр. Ну и, соответственно, кофе сварила. Ну и, скорее всего, потом сразу я буду собираться, пойду в магазин. Мне нужно во Вкусвилл сливки забрать. Ну и так еще пройтись по магазинам. Сейчас буду пылесосить. В этот раз достала просто пылесос, потому что вчера я моющим делала уборку, ну а сейчас обычным. Потом просто тряпкой пройдусь. Я уже забрала заказ из Вкусвилл. Ну, у меня там были только сливки, и сейчас пойду дальше по магазинам. В дальнюю пятерочку, в ленту. Ну, на улице малоприятно, надо сказать. Но идти все равно надо. Собаке купить, себе купить. Зашла вот в пятерочку, взяла себе кофе и купила морковку. Иду дальше. 12 января, сегодня 7 утра. Обычно мне нравится в 6 вставать, но несколько дней никак у меня не получается. По всей вероятности, пару дней я и засыпала поздно. Впрочем, в этот раз я тоже с вязанием залипла, поэтому тоже не очень-то рано легла, но я думаю, что еще и погода. Вчера было холодно достаточно, но я думаю, что и сейчас не лучше. Говорили, что похолодание, а потом резкое потепление. Не знаю, посмотрела по прогнозу, я бы даже не сказала, что как-то очень-очень холодно. Возможно, либо ветер, либо какая-то влажность. Не знаю, как это объяснить, но вчера прям я очень замерзла на улице от руки. А от рук потом все пошло, потому что даже дома, казалось бы, жарко, а я не могла согреться. Вот. Сейчас буду готовить завтрак. Хочу еще повязать и поснимать хобби-влог. Много сегодня чего интересного. Хочется и выпечкой позаниматься, и повязать, и, как я уже сказала, пораскрашивать и так далее. Посмотрим, что я успею, на что будут силы. На завтрак у меня, как всегда, овсянка с соусом и с сыром. Но половинка порции, потом пройдет где-нибудь час-полтора, съем вторую порцию. Вот. У меня тут вязание крючком немножко вспоминаю. Не то, что вспоминаю, так, тренируюсь.
есть некоторые планы. Ну, по вязанию, как и по всякому творчеству, в основном я снимаю отдельные видео, хотя в лайф-влоге, ну, какие-то такие самые отдельные фрагменты могут быть. Кофе тоже сварился. Ну, а пока сварился, я ряд провязала. Решила вставить вот такой фрагмент, потому что кто смотрит только лайф-влоги, ну, просто для разнообразия, потому что, чтобы не складывалось впечатление, что я только ем, убираюсь, готовлю и так далее. Вот. Потому что кто-то смотрит все видео по моему творчеству и тому подобное. В общем, как-то так. Иду в магазин. Красный карандаш на Новослободской. Заходила в красный карандаш и сейчас иду к метро ЦСКА. Икея, новиночки. Тут он всякие по 499 рублей. Игрушки. Ну, там это не все новинки, но я, честно, в очень расстроенных чувствах, потому что закончилась, в общем, тарелка, которую я очень хотела, поэтому так, немного снимаю. Ну что, покупки у меня были, в общем-то, небольшие. Я ехала за там, канцелярией и нитками. Вот. В Ашане я купила вот такие вот бумажные пакеты для бутербродов. Я их беру не первый раз. Хватает надолго, они мне очень нравятся. Также взяла капусту китайскую, я ее очень люблю. Пакеты стоили, наверное, 60 с чем-то, капуста 99 с чем-то за килограмм. Взяла кефир за 40 рублей с чем-то, хороший, 1 литр. Огурец взяла. Тут уже, ну, килограмм 130 с чем-то рублей. Средство для мытья посуды просто решила попробовать. Ну, кстати, нормальное. Правда, у меня нет жирной посуды. Я не знаю, как оно будет с ней справляться. С моей посудой справляется нормально. Средство, конечно, жидкое, но не самое. Знаете, бывает более жидкое, прям как вода. Это нормально. Ну, то есть оно как бы жидкое, но хуже бывает. И еще взяла вот это средство для кафеля и сантехники. Но я и не собираюсь ни кафель, ни сантехнику, по крайней мере, дома мыть точно. Здесь, по-моему, меньше 20 рублей цена, а здесь 20 с чем-то. Вот. Просто нужно в подъезде помыть. Я рассказывала, что у меня ушастый очень реагирует как-то плохо, не хочет гулять. Вот, боится, что какие-то запахи. Мы боялись, конечно, что кто-то еще дома в нашем подъезде приставился. Он обычно не ошибается, но у меня возникло подозрение, что он реагирует на другое. У нас на нашем этаже где-то в июле сосед умер, но мы этого не знали и не чувствовали. Нашли его в начале ноября, по-моему, или в последних числах октября. Вот, и до сих пор выносят вещи. И поскольку у нас на этаже 4 квартиры, ну, мало места, и ставят, допустим, выносят мусор, пакет, да, пока дверь закрывают, лифт вызывают, забирают. Мы, естественно, ничего не чувствуем, а у собаки нюх тот еще, потому что он именно на этом месте очень боится. Поэтому я решила вот взять что-то такое дешевое. Здесь в составе вроде как хлор. Ну и посмотрю, что будет. Потому что мне этот цирк уже надоел. Но использовать хорошие средства для подъезда. Ну и потом, я говорю, у меня все такое без хлора. Это ни о чем. А тут нужно что-то убойное. Конечно, можно было зайти в фикс прайс, но мне нужно с этим поскорее разделаться, пока дойду до фикс прайс. Ну, а в Ашане я нашла вот самый бюджетный вариант. Ну, понятно, что все не уйдет, хотя опять сколько они там еще вещи будут выносить, это неизвестно.
И также купила вот такую вот половую тряпку, 13 или 14 рублей. Мне эта тряпка нравится. В принципе, ее хватает на месяц. Но за такие деньги это идеально. Да, она потом просто становится как решето. Но она легкая, мягкая, она хорошо моет. И вот никакие другие мне не нравятся. Значит, здесь 100% хлопок и 50 на 60. В общем, хорошая тряпка. Я беру уже года 2-3 такие тряпки. Довольна. Ну, а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.